Всем привет, вы на канале Викук. Сегодня я вам покажу еще один отличный рецепт хлеба на закваске Левито Мадре. Смотрите это видео до конца, и я уверен, что с этим рецептом справится каждый. Хлеб получится вкусный и воздушный. Сначала с вечера необходимо подкормить закваску. Отберите от основной массы, которая хранилась в холодильнике, 40 грамм закваски Левито Мадре. Затем добавляем 20 грамм бутилированной воды комнатной температуры. Хорошо перемешайте до однородной массы, и у вас получится густая смесь. В нее добавьте 40 грамм пшеничной муки и начинаем ложкой замешивать тесто. Оно у вас получится густым. Это и есть особенность закваски Левито Мадре. Когда тесто начнет формироваться, переложите его на стол и продолжайте вымешивать еще несколько минут руками. В конце закваску переложите в банку, накройте крышкой и оставьте на всю ночь. Спустя 10 часов на утро закваска увеличилась в размере, и теперь можно замешивать основное тесто для хлеба. В емкость для замеса вылейте 350 грамм воды комнатной температуры. Туда же добавляем активную закваску Левито Мадре, 90 грамм. Хорошо перемешайте ее до тех пор, пока закваска не растворится, и на этом этапе засыпаем 500 грамм пшеничной муки. Начинаем вымешивать с помощью ложки. Когда тесто сформируется, скребком соберите всю муку с бортов миски, чтобы она у вас была чистая, и продолжайте вымешивать еще 3-4 минуты. Тесто должно получиться однородным. Накройте его пленкой и оставьте на 3 часа при комнатной температуре. Спустя 3 часа тесто стало эластичным. Этот процесс называется автолиз, когда тесто отдыхает, и в это время вода, мука и закваска становятся одним целым. Только сейчас можем добавить 12 грамм соли. Хорошо перемешайте его в миске, пока соль равномерно не распределится по тесту. Затем переложите его на стол и делаем складки. Активно вымешиваем тесто, поднимаем его посередине. Сначала опускаем на нижний край, затем на передний. Разворачиваем тесто и повторяем это делать примерно 5 минут, пока тесто не будет идеально гладким. В конце формируем круглый шар и перекладываем тесто в емкость с плоским дном. Накрываем пленкой и оставляем на 45 минут. Спустя 45 минут мы должны повторить еще одну серию складок. Возьмите тесто посередине, отпустите его сначала на один край, затем на противоположный. Разверните тесто и повторите то же самое. Накройте его пищевой пленкой и оставьте еще на 45 минут при комнатной температуре. Ты снимаешь уже? Да? Начни с этого. Спустя 45 минут тесто готово для формовки, но для начала мы поделим его, так как у нас будет две небольшие порции хлеба. Переложите тесто на рабочую поверхность, присыпанной мукой, и разделите его пополам. Затем разложите в две разные емкости. Для отстойки первой заготовки хлеба я использую обычную глубокую тарелку, накрытую полотенцем и присыпанной мукой. Возьмите одну из заготовок и переложите на рабочую поверхность. Разровняйте в прямоугольную форму и аккуратно возьмите тесто с краю, переложите его на середину, накройте противоположной стороной, затем скрутите его в рулет. Переверните тесто и пальцами зажмите швы, чтобы во время отстойки не выходил воздух, и переложите его в заготовленную форму. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставляем в холодильнике до утра. Затем перейдем ко второй заготовке теста. Ее будем отстаивать в специальной корзине. Возьмите вторую часть теста, переложите на стол и разровняйте в прямоугольную форму. Нижнюю часть теста переложите на середину. Возьмите левый край, положите его на центр и накройте противоположной стороной. И также скрутите в рулет. Затем переверните тесто и пальцами придавите все швы. Переложите тесто в корзину для отстойки, накройте пищевой пленкой и также оставляем в холодильнике до утра. Утром первым делом нам нужно разогреть духовку до 250 градусов с формами для выпечки. У меня это стеклянные. Вы можете выпекать в обычной металлической кастрюле под крышкой, без пластиковых деталей. Достаем наше тесто из холодильника, оно увеличилось в размере и стало более мягким. Когда духовка разогрелась до 250 градусов, достаньте формы для выпечки.
Затем аккуратно выкладываем тесто на пергаментную бумагу и делаем насечку лезвием или острым ножом под углом 45 градусов по всей длине теста, глубиной примерно в полсантиметра. Также для красоты, еле касаясь лезвием на тесте, можете вырезать рисунок в виде колоска. Перекладываем тесто с пергаментной бумагой в форму, закрываем крышкой и ставим выпекаться на 25 минут при температуре 250 градусов. Теперь перейдем ко второй заготовке теста. Кладем ее также на пергаментную бумагу. Из-за того, что тесто круглое, удобнее будет сделать крестообразный надрез лезвием или острым ножом. Перекладываем тесто в разогретую форму для выпечки, ставим в духовку и также выпекаем 25 минут при температуре 250 градусов. Спустя 25 минут достаем обе формы. Как видите, хлеб открылся очень хорошо. Дальше необходимо поставить их в духовку без крышки и выпекать еще 10-15 минут при температуре 210 градусов. Вот и готов этот вкусный и воздушный хлеб на закваске левета мадре. После выпечки переложите его на сетку до полного остывания. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты. До новых встреч!